Меренговый рулет с клубникой я готовлю каждый год, как только она появляется. В этот раз решила добавить еще в начинку мяту, и получилось еще вкуснее. Начинаем с того, что у 6 яиц отделяем белки от желтков. Делаем это по одному. Я сначала всегда отделяю белок от желтка для одного яйца в отдельный стакан, и потом только добавляю его в большую емкость. И так делаю поочередно с каждым, так как если попадет даже небольшая часть желтка в белок, он испортится и не подойдет для взбивания. И, конечно, будет обидно, если это будет последнее яйцо, которое испортит все предыдущие ваши 5 белков, и придется все делать заново. Поэтому я все это делаю отдельно. Также следите, чтобы емкости были чистыми, это тоже может помешать взбиваемости. Желтки нам не понадобятся, ставлю их в холодильник. Белкам добавляю щепотку соли и сначала начинаю взбивать на небольшой скорости, постепенно ее увеличивая. Когда белок станет вот таким пенистым, увеличиваю скорость на максимум. Добавляю пол столовой ложки лимонного сока, чтобы у нас белки были ярко-белые. Когда масса стала вот такой пышной и белой, начинаем постепенно добавлять подсластитель. У меня это 200 грамм сахара. Добавляем его в несколько подходов. Вы можете заменить его на сахарозаменитель. Я пробовала готовить меренговый рулет с эритритом. В принципе, на вкус то же самое, но мне показалось, что корж получился недостаточно пышным. Взбиваем на максимальной скорости еще несколько минут после того, как вы полностью добавили весь сахар, пока масса не получится вот такой глянцевой и плотной. В конце добавляю 1 столовую ложку кукурузного крахмала, можно заменить на картофельный. Перемешиваем либо вручную, либо на минимальной скорости, чтобы он равномерно распределился. Противень у меня стандартного размера 35 на 40 сантиметров. Застилаю пергаментом. Пергамент выбирайте качественный, чтобы он был с силиконовым покрытием, либо же тогда слегка смажьте маслом. Будет обидно, что если из-за пергамента вы не сможете отлепить его от коржа, и, конечно, на этом все приготовление десерта может закончиться. Распределяем его равномерным слоем. Кстати, очень удобно это делать с помощью вот такого вот шпателя для крема. Ставим в разогретую до 150 градусов духовку. Если корж начинает слегка вздуваться, уменьшайте температуру еще на 10 градусов. Всего он у меня выпекался 30 минут. Нагрев вверх-вниз. Тем временем приготовим крем. Я буду использовать в этот раз мятный сахар. Здесь у меня 50 грамм обычного сахара и несколько веточек перечной мяты. Можно использовать любую мяту, которая у вас найдется. Будем отделять от нее листочки и сразу кладем их в чашу блендера. Ну, если вдруг мяты у вас нету, то можно просто использовать обычный сахар, этот этап пропустить. Но мне нравится мятный вкус, он отлично сочетается с клубникой. Объединяем 50 грамм сахара и примерно 10 грамм мяты. Перебиваем их вместе до вот такого вот состояния. Отправляю в маленькую форму для выпекания и распределяю ровным слоем. Это лучше сделать заранее, пока вы будете взбивать крем, так как нам нужно будет поставить это все в емкость, в духовку, разогретую до 50 градусов на 15 минут. В процессе ее немножко перемешиваем лопаткой, так как будет сахар склеиваться в комочки. Вот что у нас получится в результате: более сухая и рассыпчатая масса. Взбивать ее дополнительно блендером не буду, так как мы все равно это с кремом будем перебивать. Теперь для крема берем 300 грамм сливочного сыра и 200 грамм творога 5% жирности. Творог берите пастообразный, или если вы из Харькова, берите агромоловский в стакане. 50 мл молока и наш мятный сахар. Начинаем перебивать блендером. В процессе можете крем попробовать. Если вам сладости недостаточно, добавьте еще подсластителя. Если крем получается не такой густой, а наоборот более жидкий, добавьте немного желатина, пол чайной ложки, разведенной в 1 столовой ложке воды. Крем должен хорошо держать форму. Если же нет, то это может также испортить наш десерт. Если вы хотите похудеть, не тратя время на подсчет калорий, без жестких ограничений и при этом питаясь вкусно, сбалансированно, то вам подойдут мои авторские рационы для похудения. Это полноценные готовые меню с пошаговыми инструкциями по приготовлению и со списками продуктов на неделю. С помощью моих меню уже сотни девушек смогли наладить свое питание и избавиться от лишних килограмм. Переходите по ссылке в описании и выбирайте меню, которое подойдет именно вам. Когда корж готов, проверяем его готовность зубочисткой, просто потыкаем, если она сухая, значит готово. Накрываем решеткой, пергаментом и переворачиваем вот так. Противень, кстати, уже не горячий. Теперь надо аккуратно снять пергамент. По бокам он немного прилипнет, это нормально. Сначала аккуратно его снимаем именно по краям, а потом снимаем со всей поверхности.
Покрываем кремом, это удобнее делать через кондитерский мешок, так как если вы будете намазывать крем на корж лопаткой, это может его повредить, так как он очень нежный и с ним нужно работать аккуратно. Я вот выкладываю сначала кондитерским мешком, а потом уже лопаткой его равномерно распределяю по поверхности. Ну и, конечно же, наш главный ингредиент, из-за которого мы это все затеяли, клубника. Нарезаю ее кубиками. К сожалению, замороженная клубника для этого рецепта не сильно подходит. По крайней мере, мне не нравится. Я предпочитаю его готовить именно со свежими ягодами. Раскладываем по всей поверхности и теперь начинаем аккуратненько заворачивать рулет. Лучше делать это через пергамент, то есть руками стараться не прикасаться к рулету, он очень нежный, могут даже остаться следы от пальцев. Оставляю его пока в пергаменте и ставлю в холодильник примерно на полчаса, чтобы он немного стабилизировался. Кстати, небольшое количество крема лучше отложить для украшения. Его я тоже выкладываю с помощью кондитерского мешка, чтобы не повредить рулетик. Выкладываем еще сверху ягоды, можно также украсить листьями мяты. В принципе, украшать вы можете на свой вкус. Это самый простой и, мне кажется, красивый, аппетитный вариант украшения. Рулет просто невероятно нежный. Давайте теперь посмотрим, какой он в разрезе. Кстати, забыла сказать о том, что в крем я добавила совсем немножко зеленого красителя. Вы также могли заметить, что я не использовала для приготовления сливки, а выбирала все-таки более легкие ингредиенты, так как мне кажется, что классический вариант получается слишком тяжелым, а все-таки это легкий и летний десерт. Поэтому, мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы уменьшить ему калорийность. А теперь послушайте, какой он воздушный. Надеюсь, что рецепт вам понравился, поэтому обязательно не забудьте подписаться на мой канал, а также буду очень ждать ваши лайки и комментарии внизу под этим видео. С вами была Оля, увидимся в следующих роликах.